Друзья, в течение последних нескольких лет вы прислали мне массу вопросов касательно того, какую вокальную цепочку я использую для записи своего голоса, а также для записи моих артистов. И сегодня как раз об этом и поговорим. В каждом видео вы видите, что передо мной стоит микрофон Soyuz SU-023 Bomblet, который я просто обожаю. Как вы помните, раньше я использовал бродкастинговый микрофон Rode Procaster с огромным пауком, который постоянно маячил у меня перед лицом, закрывал собой экран, в общем, это было очень неудобно, несмотря на то, что звучал он более-менее хорошо. Но, когда я попробовал Bomblet, я понял, что это идеальный микрофон для моих задач. Помимо удобного форм-фактора, мне очень нравится его частотная характеристика, поскольку она несколько смягчает довольно острые сибилянты моего голоса и как-то очень аккуратно обрамляет высокие частоты и подчеркивает нижнюю середину. На постобработке это очень хорошо, поскольку мне не нужно слишком сильно морочиться, чтобы мой голос зазвучал как нужно. Кроме того, с Bomblet я также использую несколько разных предусилителей. Чаще всего это ламповый предусилитель от мастерской, но для текущего календаря я его не использую, поскольку в ноябре мы с Ольгой довольно сильно пострадали от COVID, и я не смог купить свежие лампы, чтобы заменить уже довольно изношенные. Но я думаю, вы понимаете, что лампы износились не просто так, а потому что я этот предусилитель использую супер интенсивно. И для стримов, и для видео, и вы также могли его слышать во всех видеороликах предыдущего календаря «Волшебство Довландии». Но для текущих видео я несколько упростил вокальную цепочку и записываю SU-023 прямо в карту ULN2 от Metric Hello с ее родными предусилителями. Да, это несколько упрощает звучание голоса, делает его менее бархатистым, чем это происходит с ламповым предусилителем, но тем не менее я это несколько компенсирую на постобработке. Я делал подробные статьи и о микрофоне SU-023, и о ламповом предусилителе от мастерской для журнала Future Music Russia. Ссылки на эти статьи я оставлю в описании под этим видео. А сейчас покажу вам самое, наверное, интересное. Обработки, которые я использую программно в RX, когда готовлю голос для видеороликов. При записи на входе в Mio Console я использую некоторое количество обработок. Вы видите, что включен эквалайзер, ослабляющий высокую середину и срезающий низкие частоты, а также гейт, который избавляет меня от лишних фоновых шумов. Кроме того, включен лимитер, который выполняет утилитарную функцию и сохраняет сигнал от перегрузок и выхода его за 0 дБ полной шкалы. Далее все обработки происходят в RX. Послушаем, как сигнал звучит после записи. Друзья, не забудьте поставить лайк под этим видео, а также подписывайтесь на наш Patreon. Там много всего интересного. Уровень громкости довольно низкий, я потом поднимаю его программно. Применим обработки и послушаем. Друзья, не забудьте поставить лайк под этим видео, а также подписывайтесь на наш Patreon. Там много всего интересного. Это уже совсем другое дело. Но когда обработки сделаны, я потом дополнительно подравниваю громкость вручную с помощью линии Gain, а также удаляю лишние шорохи, шумы, вздохи вручную с помощью функции Shift-S в RX. Да, подготовка голоса для наших видеороликов — это довольно трудоемкий процесс, но все-таки мы звукорежиссерский канал, и звуку следует уделить особое внимание. Когда вся лишняя грязь удалена, мы можем посмотреть на отдельные обработки. В сигнальной цепи вы можете заметить, что первым модулем я включаю Mouse Declick, который убирает артикуляционные щелчки. Дальше в цепи стоит Deplosive, который срезает ударные призвуки, которые могут возникнуть из-за удара о стойку микрофона или от взрывных согласных. В общем, очень полезный модуль. Далее, с помощью SUS, я несколько ослабляю высокую середину, чтобы голос звучал более мягко. Потом компрессор. Мне очень нравится вот этот компрессор на моем голосе.
Он добавляет немного сатурации, но при этом не чрезмерно. Мне не нравится, когда голоса слишком перегруженные. Но, тем не менее, и слишком тонкие голоса мне не по душе. Далее в цепи находится очень важный модуль Leveler, который позволяет подровнять громкость записанного голоса к выбранному значению. В моем случае я выставляю минус 18, а дальше я эту громкость буду дополнительно повышать другими средствами. Следующий модуль очень классный – EQ Match. Здесь есть кривая Full Dialogue, которой, если приблизить записанный голос, получается очень приятная картина. Здесь есть много разных пресетов, вы можете их попробовать все и посмотреть, какой из них сработает с вашим голосом лучше всего. Но Full Dialogue обычно показывает себя с наилучшей стороны. Далее в цепи вы видите несколько сторонних плагинов. Нектар, который срезает лишние низкие частоты, а также здесь я включаю дополнительный гейт, который иногда требуется, чтобы убрать те шумы, которые не были убраны на этапе записи. Потом еще немного SUS, чтобы ослабить сибилянты. И еще немного SUS, чтобы ослабить сибилянты в другом частотном диапазоне. После чего я дополнительно срезаю низкие частоты и контролирую некоторые полосы с помощью динамического эквалайзера. Иногда из-за того, что я двигаю головой то в одну, то в другую сторону, некоторые частоты несколько искажаются, и динамический эквалайзер с этим как раз и помогает. И последним плагином в цепи я использую Galfas для автоматического выравнивания средних частот. Вы видите, что высокие частоты никак не обрабатываются, как и саб-низкие, но все остальное в процессе звучания моего голоса постоянно корректируется, чтобы получить более приятную и гомогенную консистенцию. После всех обработок я использую Loudness Control, который выставляет уровень громкости в минус 15 LUFS Integrated. Да, обычно можно использовать уровень минус 14 LUFS, что для YouTube вполне приемлемо. Но я обнаружил, что минус 15 все-таки работает лучше, потому что некоторые пики проскакивают и до минус 14, а минус 15 в этом плане является оптимальной настройкой. Ну и последним этапом я использую дополнительный модуль Deplosive, чтобы убрать какие-то взрывные согласные, которые, возможно, были усилены предыдущими процессорами, которые обрабатывали мой голос. Вроде бы довольно сложная вокальная цепочка, но если разобрать ее на отдельные элементы, она оказывается очень простой и эффективной. Раньше все эти плагины я использовал отдельно и рендерил свои голоса в DAW, но потом мне показалось, что я могу как-то оптимизировать этот процесс, и RX в этом сильно помог. Модуль Chain, который здесь есть, и который я могу сохранить в пресет, работает просто шикарно для подобных задач. Что ж, ребята, надеюсь, я удовлетворил ваше любопытство, и вы теперь понимаете, хотя бы в целом, как происходит обработка голоса для наших видеороликов. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Пливите к звуку.